Как я и говорил в прошлом видео, план был таков. Едем в город Галац, потом пытаемся проехать в Украину. Пока едем в Галац, решили заехать в маленький городок Прахово, где есть местная достопримечательность соляная шахта. Мы приехали в городок Прахово. Здесь находится одна из самых больших соляных шахт в Румынии. Вот такое вот очень интересное решение искусственного канала, в который запустили не искусственную речку. Нас заставили одеть маски и сказали, сейчас приедет мини-бас, который отвезет нас прямо в соляную шахту. А это, я таки понимаю, и есть наш мини-бас. Ну, в общем, соляная шахта это вообще не на шару. Один взрослый 33 лея, один ребенок 25 лей. 12 лей я заплатил за то, что мне можно будет снимать это камерой. А так выглядит вход в шахту. Начали погружение вниз. Сколько ехать не знаю, но выглядит это все довольно-таки странно. В общем, на стенах есть длина забоя. Мы проехали отметку 1250 только что. И продолжаем погружаться. Так, вот мы как бы приехали, наверное, уже к месту назначения. Мы видели отметку длины забоя 300, этаж 11. То есть, в общем, мы очень глубоко. Так, а вот вход. Ну и вот, мы, так сказать, в соляной пещере. Я, конечно, не клаустрофоб, но само ощущение, что над тобою миллионы тонн горных пород, и ты непонятно на какой глубине, но это так себя немножко давит. Блин, ну вы знаете, наверное, камера ни хрена не передает этой масштабности. А масштабность здесь следующая. Шахта состоит из 14 трапециевидных комнат высотой 54 метра. Табло, которое сообщает нам, что температура внутри 12,7 и находимся мы на глубине 210 метров. Это просто какой-то капец. Дети вот кричат, эхо слушают. Это вот столики для чила. Люди сюда покупают билеты хотя бы просто ради того, чтобы походить, подышать солью. Это вот пример солекопателей. А вот здесь вот места чила. Вот такие вот лежаки, столики. Тут лежать, нюхать соль и чилить. А здесь нам показывают аппараты, которые делают соль. Хотел сказать вагонетки. Какие-то, да, такие солевозки. А это просто капец. Я, правда, не знаю, как называется эта хрень, потому что никто даже на английском ничего не написал. Но выглядит это, конечно, да. На полу, кстати, тоже соль, а никакой не мрамор, и она вот отполирована до блеска. Так как люди приезжают сюда чилить, вот есть вся инфраструктурка для этого. Кафешка, эти столы бильярдные, магазинчик вот. Сейчас зайдем посмотрим, что там есть. Соль всяческая, крашеная, не крашеная, для ванн, для еды, для всего. А вот здесь такая разновидность соляного искусства. О, проверю, это действительно соль. Это соль. В некоторых залах на потолке вот такие вот причудливые узоры. Прогулка по шахте заняла у нас приблизительно час. Мы никогда не видели ничего подобного, поэтому были просто в восторге. Денег не жалко. Поэтому посмотрели напоследок вот этот бывший вход в шахту, мы ушли в мини-бас. На выходе из шахты мы решили поесть в местном заведении. Да, вот такое вот заведение. И вот это суп. А это нам подают штуку, которая называется Traditional Romania Plated. А дальше было следующее. Мы приехали в город Галац и забронировали там квартиру на 2 ночи. Заселились и начали думать, как ехать домой. Но оказывается, что Херсонскую трассу разбомбили в первые 2 дня.
на Николаеве развели мосты, и дорога, по которой мы ехали, оказалась непригодна к возврату. И вариантом было только ехать, объезжать Румынию с другой стороны, для того, чтобы проехать через Западную Украину. Но ввели комендантский час. И свои 1150 километров мы просто не смогли бы проехать за обычный световой день. А так как трасса на Западную Украину была вся забита людьми, которые бежали от войны на Западную Украину и за границу, люди там стояли по 4 суток, то есть непонятно вообще, как бы мы ехали домой. Мы решили продлить еще на 2 ночи, потом еще на 2 ночи. Все эти дни были одним длинным днем. Мы ничего не делали, мы все время сидели в телефоне, выходили прогуляться, чтобы хоть как-то отвлечься. В городе смотреть было абсолютно нечего. И почему вы видите меня? Потому что за все 6 дней в Галате, что мы были, мы не сняли ни одной минуты видео, так как никакого настроения к этому не было. Да и, честно говоря, город был очень скучным, снимать было абсолютно нечего. Единственное, что у меня есть, это всего лишь несколько фотографий оттуда. Вот эту надпись мы увидели в одной кафешке. Нас очень это порадовало, но мы, правда, не воспользовались. Здесь мы увидели очень цивилизованный бесплатный туалет, чего я в Украине не видел. Здесь меня очень порадовал бесплатный Wi-Fi в парке. И что уж совсем удивительно, это вот памятник Ивану Мазепе в Галате, в Румынии. Ну вот как-то так. С каждым днем ситуация в Украине становилась все хуже. И понимания, как нам добраться домой, никакого не было. Мы поузнавали в промежуточных городах вроде Умани, Кировограда, где можно было остаться на ночевку, все отели были забиты. В общем, возвращаться как бы было некак. Не говоря о том, что люди как бы убегали из Украины, а мы вот возвращаться хотели. Мне директор позвонил и сказал, что сиди пока в Румынии, то есть завод пока не работает. Вика у нас вольный работник, поэтому мы приняли следующее решение. Я все равно не оставлял надежды, что в 21 веке война не может в центре Европы быть, и что-то сейчас где-то быстренько разрулится. Мы решили, что давай мы не будем замыкаться в одном городе, а поедем, поживем в одном городе 3-4 дня, может быть в другом пару дней, просто для того, чтобы менять картинку перед глазами и хоть немножко отвлекаться от новостей, потому что было очень тяжело. Поэтому первым городом, в который мы отправились уже как туристы по неволе, был Бухарест. Он находился недалеко от Галаца, ну и столица, как бы есть столица. Решили поехать посмотреть. А вот этого у нас уже и не увидишь. Вот прямо на улице Беседки написано Club de Sach, то есть шахматный клуб. И все играют. Итак, мы в одной из самых известных мест Бухареста, парламентский дворец. Дворец строился под эгидой Николая Чаушеску. Строился он 5 лет, высота его 86 метров. Подземная часть уходит в глубину на 92 метра. В дворце 1100 комнат, 12 этажей. Дворец строился преимущественно из румынских материалов, и даже на это время строительства запрещали делать надгробные камни из мрамора, так как мрамор нужен был во дворце. В общем, Румыния удивлять умела. Далее мы двинулись к старому городу и улице Липскань. А вот это церковь Куртевеке, самое старое здание Бухареста. В 15 веке на месте этих красивых зданий был княжий двор, который строил Влад Цепиш, он же Дракула. И именно при нем был создан первый документ, где впервые упоминается название Бухарест. Весь старый город вот в таких вот значках. Мы, конечно, много где видели какую интересную архитектуру, но Румыния — это реально круто.
Каждый элемент можно разглядывать очень долго. Все очень вычурно, очень красиво, очень архитектурно. В общем, интересного масса. Правда, было холодно, долго не походишь. Пришли в самый большой парк. И видим тут наконец-то первую нормальную набережную. Да, при наличии такой большой речки не иметь таких набережных, как в Днепре, было непривычно. Так, а это вот головы каких-то румынских деятелей. Я видел много изваяний животных, но вот индюка никогда. Ничего не угадывается на этом кусочке из-за того, что сейчас зима. Но на самом деле весной это аллея сакур. И это кусочек Японии в парке Бухареста. Вот такие вот часики тут есть. А вот это совсем не Париж. Это триумфальная арка Бухареста, которая в 1936 году была прекрасно скопирована с триумфальной арки в Париже и символизировала собой румыно-французскую дружбу. После 4 дней проживания в Бухаресте следующим городом был выбран город Питешти, куда вел единственный в Румынии автобан. Для тех, кто не видел, как выглядит съезд румынского автобана, вот показываю. То есть о нем предупреждают за 500 метров. Тут вот такая зона, столики, места для парковки и туалет. Бесплатный и даже с туалетной бумагой. Все очень цивилизованно, все очень чисто. Есть батарея, тут отопление. И вот так это все выглядит. И везде довольно-таки очень чисто и пахнет фиалками. Вот вам и цыгане. Вот эта вот однополосная дорога по дамбе и ведет в город Питешти, из интересного в котором было только то, что там был завод, в котором делают любимую машину всех таксистов и бабушек, дачу Логан. Переночевавший в Питешти, мы отправились в городок с сложным названием Кымпулунг-Мусчел, чтобы посмотреть музей румынского автопрома. Если вы такие же необразованные, как и я, вы тоже удивитесь, что оказывается у Румынии таки есть автопром. Маме, иди сюда. Пожалуйста, иди сюда. Что там? Настоятель музея, а он же и частный коллекционер, провел нам замечательную экскурсию по музею на чистом румынском языке. Я, конечно, старался выхватить какие-нибудь слова, но понял, что румынский язык очень далек от славянской группы языков. Как инженер, я что-то понял, до чего-то догадался, поэтому было очень интересно. Волга, Волга, ручная spatele сборка, Cadillac и Кадиллак, și и partea asta БМВ. rotită, aici e parbris și urmeta de spate. E rotit, e dus asamblat. E făcut vreo 6 vase mâncat. Mangiat. Так вот выглядит пожарная машина с порошковой или пенной пушкой. Опа. Primara sugetea și asta se întâlnește. Așa, tu mai încolo, mai încolo, mai. Un litru la 2 km. Un litru la 2 km. Мы заправляем это помпа. Помпа. В общем, Илюхе дали посидеть везде, где он хотел, покрутить рули, все. Машин довольно-таки много и разной техники. Внутри здания расположен музей мотоциклов и велосипедной техники. Так что теперь я знаю, что самая распространенная в Румынии машина была не дача, а ара. Узнав, что мы с Украины, денег с нас брать отказались. Тут же недалеко находился мавзолей Матьяш, памятник румынским солдатам, погибшим в Первой мировой войне. Он был высоко в горах, горы мы любим, поэтому, конечно же, поехали. Вот такой вид здесь открывается. Тут же был лес, в котором мы чуть-чуть погуляли. В Питештах мы прожили 2 дня и собирались ехать завтра в следующий город.